Добрый день всем. Второе интервью первого дня. С нами игрок команды Na'Vi, Фаник. Начнем с простого вопроса. Как вы готовились к техлапсу? Ну, мы не особо готовились. Я, в принципе, предполагал. Скажи, я почти к каждому турниру слышу подобное от игроков Na'Vi. Почему так? Неужели International единственный турнир, к которому стоит готовиться? Ну, на Интернешнале дают 1 миллион, на техлапсе дают чуть поменьше. То есть вы считаете, вы затащите и так, а не затащите, ну и ладно. Ну, типа того, наверное. По поводу буткемпов. Планируется ли в ближайшее время к чему-либо подготовка? Может, будет что-то основательное? Там, DreamHack, я не знаю. Ну, мы поедем на буткемп после этого техлапса как раз. Будем готовиться сначала к MLG. Отыграем MLG и оттуда сразу полетим на DreamHack. Если еще попадем, конечно, туда. Про патч с Дайртайдом. Как ты вообще следил за ажиотажем, который царил в интернете, там, Volvo Give Dayertide и так далее? И как ты вообще относишься к такому рвению комьюнити, как бы не к самой игре, да, а вот к какому-то моду? Ну, я тоже как бы надеялся поиграть в этот мод. Ну, таки прикольный, довольно-таки можно спокойно там с друзьями пофаниться, отдохнуть. Но меня что раздражает, это вот эти вот абузеры, которые вот ты играешь, спокойно себе тут попадаются, и они начинают там ливать, еще что-то делать, потому что у нас так друзей своих не попались, чтобы поабузить. Ну а вообще это выглядело очень смешно, как-то реакция комьюнити, когда не было апдейта с Дайртайдом, и началось вот это вот Volvo, Give, Please, Твиттер взрывался, даже достали компанию эту Volvo. Ну, цирк был полный. А ты видел, что IG абузили в полном составе, вот это Dayertide, и ты вообще понимаешь, зачем это делается? Просто, допустим, курьер, которого дают, он там стоит. Ну, не считаешь ли, что стоит и вам, допустим, в Na'Vi собраться с таком и заабузить? Ну, может, на буткемпе, когда делать нечего будет, тоже попробуем пострадать этим. Но вообще, как я слышал, что то, что в этот раз будет, вот эти вот рошаны, они не такие будут дорогие, к примеру, те, что в прошлый раз были. У тебя сегодня день рождения, так? Да. Я тебя поздравляю еще раз. Вопрос в другом. На самом деле, где-то год назад это был DreamHack, и я у тебя тогда тоже брал интервью. Ты сказал, что ты фактически не праздновал, потому что была подготовка к DreamHack, еще какие-то дела. В этот раз опять так получается, у тебя день рождения и дота. Не считаешь ли ты, что пора уже завязать такие турниры, отказаться в пользу личного времени и сказать: все, у меня день рождения, выходной? Да нет, 4 человека как бы захотели поехать, что я буду подставлять всех там, с того, что мне хочется просто побухать с друзьями. То есть я могу точно так же потом пойти и отпраздновать там с друзьями, с родными, только после того, как закончу все свои дела. Для меня это вообще не принципиально, чтобы именно прям в день этого всего. Расскажи, что происходит с менеджментом в Na'Vi? Почему был убран Эш и кто новый менеджер? Я-то знаю, кто, но расскажи зрителям. Эш был убран из-за того, что у него не хватает времени, чтобы полностью заниматься нами. Но наш новый менеджер Женя, он полностью участвует практически во всем, в чем мы участвуем. Там даже в скайпе у нас во время игр сидит, постоянно нас там контролирует, напоминает игры и так далее. То есть, менеджер наш выходит на более высокий уровень, скажем так. Я слышал, он это один из людей, который там что аналитику, в общем, на International он был. Да. В роли менеджера ты чуть начал описывать, за прошедшее время он себя хорошо показал? Да, он хорошо все делает. У него это первый опыт, то есть он сам изъявил желание заниматься нами. Пока все нравится. Не считаешь ли, что сейчас вообще у Na'Vi переизбыток турниров? То есть, и онлайн, да и вот ланы без конца. Не надоело ли постоянно играть? We making more money. То есть, если бы было еще больше, ты был бы готов вообще 24/7, лишь бы... Не, 24/7 это же совсем людоманство. То есть, я не считаю, что это совсем много. То есть, там сыграть в неделю, несколько игр, там порядка, 7-8, это несложно вообще.
Что скажешь о новом формате DreamHack? То, что на лане будет всего 4 команды, а основа перенесена в онлайн. Ну, пока мне он не особо нравится, потому что могу не попасть туда, но вот когда попаду, тогда поговорим. Ну, а в целом, ты знаешь вообще, зачем так делается? То есть раньше было больше интереса, как бы больше людей следило. Не считаешь, что сейчас при 4 командах как бы уже и будет и меньше прессы, там и меньше вообще ажиотажа? Не, я думаю, что ажиотажа меньше не будет. Ну, то есть отобрали самые сильные команды и посылают их воевать за крупные деньги. Я считаю, что это вполне нормально. The International 3. Хвост там, помним все заявления его великолепные. Он был расстроен. Был ли ты расстроен вторым местом? Я вообще не был расстроен, то есть я был очень даже доволен результатом. Ну, не повезло чуть-чуть, бывает. Как вы помирились и какова роль Зера в этом была? Ну, до Зера как бы мы не особо даже разговаривали об этом. Когда приехал Зера, уже начали там что-то разговаривать, выяснять и так далее. Ну, то есть большую часть работы, по сути, он сделал. А остальные игроки были так же настроены, как Хвост? Или он вот один так сказал, так, все, я, значит, не хочу в таком составе играть? Ну, даже не знаю, как сказать. То есть я был настроен играть с прежним составом. Пупей как бы обиделся очень на эти слова, но тоже как бы не хотел никуда особо уходить. То есть все хотели дальше играть, вот только вот это вот была проблема, и все. Вы в ближайшее время не собираетесь в Китай? Не хочу в Китай. Не лично, но в следующем году, допустим, весной. Не знаю, смотря какие турниры будут, потому что в Китай ехать там на 2 недели, то есть после нашего буткемпа мы тотально не хотим. Ну, тем более, раньше смысл был в Китай ехать, потому что там турниры имели больше призовой фонд. А сейчас очень все возросло, так что даже не особо нет смысла туда ехать. А вот недавно квалификация на G-League была, вас там даже не было. Это тоже связано с тем, что призовые, вы просто не хотите ехать в Китай? Не, это не призовые, это у нас просто очень плотно забит график. У нас так сейчас будет 3, даже 4 подряд лан-турнира. Это вот Техлабс, MLG, DreamHack и потом Польша еще у нас там будет неделя перерыв и EMS. Ты раньше говорил, что посматриваешь демки китайцев, какие-то, предыдущие турниры еще до International. После International продолжаешь следить за их сценой или уже? Ну, смотрю там только какие-то интересные игры, то есть там ДК, IG, и то так кусками. То есть сейчас как-то, с Европой Китай и Европа на одном уровне. Больше. А как думаешь, ДК, вот этот новый суперзвездный состав, он сможет тягаться? По уровню? Потому что я слышал и видел, ДК в последнее время очень у них большой спад. Из-за новой версии они играют в старую, но все остальные раздуплились уже в новой. В одном из интервью ты говорил, что организация Техлабса как-то не очень. Допустим, на МС ты, кстати, говорил, что на МС было гораздо лучше. Как вот конкретно на этом российском Техлабсе тебе? На этом Техлабсе все уже чуть поиначе, как бы все более серьезно, ничего не вырубается, компы нормальные. То есть пока все хорошо. Про пинги давай поговорим. Дэнди постоянно любит в каждом мини-интервью упоминать, как плохо играть с американцами. Это невозможно, если на их сервере. Скажи свое мнение, насколько это решает. Дэнди вплоть до того говорит, что это другая игра, это не Дота. Может быть, это все-таки на каком-то, моральном уровне, а не в реальном. Как для тебя? Это очень сильно раздражает, когда ты там проигрываешь линию из-за того, что у тебя дилей там 0,2 секунды, а у другого человека его просто нету, и он тебя выигрывает из-за того, что у тебя лагает. И это очень сильно раздражает. То есть ты так проигрываешь пару-тройку игр, и уже дальше вообще не хочется играть с американцами. А ты видишь какой-то выход вообще? Что не пускать американцев к Европе? Выхода тут особо нету. То есть, что они страдают, что мы страдаем. То есть одно и то же. Глобальный патч, ты давал пару комментариев, теперь все к нему немножко привыкли. Ты обещал, что банша появится активно в пиках, как бы она не особо появилась. С чем это связано?
Я думаю, что люди до сих пор не понимают, что герой довольно-таки сильный. Ну, просто он не дефолтный, его не хотят рисковать, там, юзать. После нашего буткемпа, ну, по крайней мере, на MLG, там увидите новые стратегии точно. Ты еще говорил, что вроде как Лич имба. До сих пор так считаешь? Ну и вообще, можешь сейчас, после прошествия определенного времени, еще кого-то выделить, допустим, кроме Лича? Ну, Виномансер сейчас очень сильный герой. Элдер так и остался сильным. Еще не знаю даже. Вайпер тоже хороший. А видишь потенциал в спиритах, которые вот добавили только-только с Дайртайдом? Я не знаю, что они скиллы делают, так что я пока ничего не вижу. Год назад ты, опять же, мне в интервью сказал, я есть Висп. Куда пропал твой Висп? Особенно вот мне интересно на Интернешнале. Столько Виспа было, ну как бы... Почему ты не играешь на нем больше? Ну, сейчас, как бы, у нас раньше была более гибкая, скажем так, лайнап. То есть там Silent мог пойти в Харлейн, я мог пойти играть на этом Виспе. А сейчас все, ну, совсем иначе. Приходится играть на Харлейне. Не скучаешь по этому Виспу? Не особо. Ты также заявлял, что у тебя двоякое мнение о Доте. Что-то в тебе в ней нравится, что-то не нравится. Можешь подробнее сказать, вот в данной версии, что нравится, что не нравится? Ну, в данной версии мне как раз она достаточно нравится. Ну, по крайней мере, с того, что Харлейн изменили, теперь там можно хоть чуть-чуть что-то делать. И играть не скучно, и выигрывать тоже можно легко. Ты еще упоминал, что Куроки русский учит. Как у него успехи и когда он уже заговорит на чистом русском? Вот будешь брать интервью, попросишь у него Russian skills. Ну, а если серьезно, до сих пор, ну, он вообще понимает основные хотя бы фразы, или до сих пор ему надо как бы по-английски что-то говорить? Ну, что-то он допонимает, но в основном с ним всегда по-английски общаемся, так что с этим проблем нет. А вы уже все привыкли или есть какой-то, знаешь, может, микродискомфорт с этим? Не, дискомфорта как сначала был небольшой, то есть из-за того, как бы это себе навязали больше. Дискомфорта вообще никакого нет с этим. В целом, ради чего ты сейчас играешь? Ну, я играю как мой заработок, то есть это очень хорошая работа, скажем так. По крайней мере, в той стране, где я живу, такие деньги, ну, нелегко зарабатывать. А как насчет там каких-то, не знаю, признания в обществе или там эмоций, или это такой на втором плане? Ну, это больше на втором, скорее всего. Вот сейчас я больше играю ради материального положения. Интервью для Госугеймерс, поэтому скажи свое мнение о портале Госугеймерс. Читаешь ли, что думаешь? Ну, иногда захожу туда, подсчитываю некоторые новости, ну а так все. Что-нибудь улучшить там, как думаешь? Какой-то слишком красочный, что ли. Все, на этом давай тогда приветы, пожелания, любые слова. Передаю привет нашим спонсорам SteelSeries и Kingston. Ну, привет всем моим друзьям, нашим фанатам, спасибо за поддержку. Ну, привет моей любимой девушке Полине. Спасибо за вьюшку, до встречи, Госугеймерс.